Добрый день, 29 июня. Я пошел гулять после обеда. Погода плохая, небо темное. Ну, я думаю, если дождь пойдет, ничего страшного. Не растаю. Так, в принципе, тепло на улице, градусов 25, а то и 26. Но легкий ветерок есть, поэтому нормально. Так, у меня сегодня с утра в голове интересные мысли. И все об Украине, о войне. Что может быть лучше, да, чем находиться за границей и думать об Украине? Это по-нашему, по-ухилянски. Ну, я не совсем полноценный ухилянт, конечно. Не дошел я до этой ситуации, чтобы прям ухиляться. Но если бы так сложились обстоятельства, что меня мобилизировали, 99%, что я бы ухилялся. Ну, как бы там было, точно не скажешь, но теоретически да. Вот, не суть важно. В общем, я с самого утра сегодня посмотрел ролик, послушал, вернее, о том, как отец с сыном убегали из Украины через горы. Ну, мне периодически подсовывает этот канал в YouTube, я слушаю истории этих ухилесов, которые с самоходом выходят, короче, через границу. Есть там ТГ-каналы всякие, вот этот YouTube-канал, и он не один, в общем, где масса этих историй. То есть люди только выбираются из страны, сразу отписываются, записывают видео о том, как у них это получилось, рекомендации дают, там отвечают на вопросы и так далее. Да, значит, посмотрел этот ролик, послушал, и он, как и большинство роликов, записан сразу после выхода. Еще ребята находились в Румынии или где-то там, ну, в первой стране обычно они записывают, куда попадают, там буквально только-только пока свежие эмоции и информация вся в голове, они обычно дают этот видеоотчет. Ну и там всегда все на позитиве, как бы, да, такое у них ощущение эйфории, вот вырвались из концлагеря, типа того. Рекомендуют всем там, кто думает об этом, не тупить, собираться силами и так далее и тому подобное, в общем, действовать. Ну, готовиться, там какие-то дают советы. Вот. Ну, я о чем задумался. Я как бы и раньше понимал это, но сейчас, чем дальше, тем больше. Ну, в общем, я пришел к очевидному выводу, что из страны бегут все те, кто хоть на какую-то малость способен взять ответственность за свою жизнь, там, предпринять какие-то действия и так далее, а не просто барахтаться там по течению, скажем так, как основная масса, да. И вот все эти люди, обычно это молодые люди, вот этот парень с отцом, они вдвоем выходили, парню 25, там отцу 48, по-моему. Да, и как бы, ну, ситуация складывается такая, что в Украине остается совсем инертная масса по мужчинам, да, и как бы, ну, перспективы совсем печальные у страны, наверное, да. И плюс я еще вспоминаю блогера, которого смотрю, слова там и ролики, вот последнее его видео, буквально там, когда он уезжал из Украины, это блогер Сергей Любарский. Он типа американский дедушка там, который в свое время переехал в Америку, из Харькова стал гражданином Америки. А сейчас вот началась война, он там бросил свою какую-то, ну, ушел на пенсию, скажем так, бросил свою какую-то предпринимательскую деятельность и занялся помощью Украине, там создал какую-то организацию, которая подсчитывает поставки вооружений. В общем, такая нужная как бы вещь, как он думал, оказалось никому не нужная. Вот, и он приезжал на полгода в Украину, ну, там помотался чуть по Европе по своим делам, там по здоровью, я так понимаю, и жил вот перманентно в Украине. Приезжал, уезжал. Вот, и не так давно он записал ролик итоговый, да, что он как бы увидел, как он переосмыслил свое понимание, скажем так, того, что в Украине происходит, и ее будущего. Вот, ну и глобальный смысл такой. Он говорит, что Украина, она не пришла на войну, как бы. Ну и сложно с ним спорить. Действительно, это выглядит так. То есть первые люди, которые в порыве патриотическом пошли добровольцами, они сейчас воюют, те, кто выжил, но
скажем так, ну, уже и рады бы, наверное, закончить, да, большинство. Кого-то держит там невозможность демобилизоваться, кого-то держит вообще, наверное, непонимание, как дальше жить, кого-то жажда мести там за товарищей и так далее. Ну, в общем, он делит этих людей всех в Украине на вот это, значит, пассионарное меньшинство, которое 22 числа пошло воевать, господи, 24-го. Потом большинство, которое просто прячется по домам от ТЦК, ну, это если мужчин берем, ну, и всех остальных, которые, блин, живут свою жизнь, как бы, и ни о чем не парятся. Ну, безусловно, там коррумпированное правительство, это тоже все там, само собой, которым лишь бы воровать и так далее, свои там какие-то шкурные вопросы решает. Вот, и он, как бы, с болью в душе говорит о том, что вот Украина на войну не пришла. В Киеве, в больших городах, там, чем дальше от фронта, тем, как бы, обычная жизнь, никто ни о чем не думает, телемарафон всем перемоги обещал и так далее, люди расслабились, ну, в общем, никто не мобилизируется ни экономически, ни военно, в общем, никаким образом. Типа, кто хотел воевать, пойти, он уже пошел давно, а те, кого затаскивают, это такое, типа, никакого толка. Вот, и получается, ну, он, конечно, это блогер хороший, очень грамотный мужик, эрудированный, и многое мне интересно из тех вещей, которые он говорит. Ну, не без своих нюансов, он, как бы, конечно, там субъективно я его оцениваю по-своему, там как-то, вот. Но мне вот интересно, я бы хотел найти прецеденты, когда такое было бы в мире, в любое другое время, там сейчас, неважно в каком-то регионе, когда вот в похожей ситуации страна бы какая-то пришла бы на эту войну, да, о чем он там с болью сожалеет, что вот Украина не пришла. То есть как он себе это представляет? Ну, то есть все там поняли, что надо воевать, допустим, ну, решили. Он тоже еще упрекает в том, что как бы кого не спросит, вот он людей опрашивает, типа, а что делать, типа, вот за что воюют там, типа, и так далее, почему там ты там не воюешь, допустим, молодых людей спрашивает. И, говорит, все там поухилялись, покупали себе или билеты, или что. И, в общем, спрашиваешь у них, готовы там мир? Да, готовы. Каким образом? Ну, типа, вот каким-то, пускай чудесным образом он образуется. Он говорит, ну, единственный вариант мира — это Путину отдать то, что он хочет. Не, мы не готовы, типа, как-то оно все разрулится. Ну, то есть, как он говорит, они не дружат с логикой. Ну, по сути, так и есть, наверное, да. Они не дружат с логикой, и кого не спроси, как бы, да, все так и будут отвечать. Приблизительно я по своему окружению такие же опросы когда-то, ну, просто в разговорах, да, там, упоминал это и те же ответы получал. Вот, и мне вот интересно, в какой другой стране в подобной ситуации возникла, допустим, война, и люди прям мобилизировались на 100%. Мне кажется, тут сама задача нереальна. То есть из-за того, что на Украину напала страна, которая, скажем так, менталитетно, да, близкая, из которой жили душа в душу там последние 100 лет, да, то есть в составе одной страны, многие же там люди как бы вообще не разделяют этого. То есть объяснить моему там даже поколению по возрасту тяжело, почему ты должен идти там, скажем так, и воевать там с этим русским чуваком такого же возраста, с которым у тебя все, ты вырос на одной музыке, в одной культурной плоскости, да, грубо говоря, там на одних и тех же фильмах, на одном и том же языке большинство. Поэтому, ну, как этого добиться? Вот было ли где-нибудь в мире такое же, да, что вот так вот они жили, а тут, короче, одни против других как ополчились и прям на 100% мобилизовались. Я думаю, такого не было, и в принципе здесь, ну, невозможно этого добиться. Единственное, что молодежь, те, которые вообще не хапанули совка ни в каком виде и русской культуры, скажем, получили совсем мало влияния ее, там, сколько им должно сейчас быть? Ну, вот, допустим, с 2014 года, да, Россия начала нападать, аннексировать что-то. Вот, получается, тем, которым сейчас только по 11 лет, да, получается. Вот они могут только уже расти, да, культурно оторванными. Или тем,
которым по 20, да, они могут же там не в сознательном еще возрасте были и как-то все равно уже оторваны от вот этого русского мира, скажем так. Но они же не пойдут воевать, они тоже в основной массе кого-то вывезли родителей, кто-то сам там, это кто-то просто живет и как бы не собирается никуда идти, там погибать, там, хоть они и делают всякие проекты, как заманить молодежь в армию, но это нереально. Ну вот и все, короче, если разобрал и прикинул, мы понимаем, что не может страна мобилизоваться, а если она не может мобилизоваться, она не может победить. Ну, вообще там не берем остальные все факторы, почему она, допустим, не может победить. Хотя бы по этой причине простой, что люди не мобилизируются, не готовы все для победы делать, да. Хоть экономически, хоть физически. То выходит, за что сейчас люди умирают. Я уже не спрашиваю, типа, зачем они, за что они раньше умирали, там, это пассионарная часть, как он говорит, да, этого народа. То есть вывод простой. Надо лапы в гору, типа. Да. Лапы в гору, Путин, заходи. Мы какая-нибудь Беларусь. Типа условно независимое государство, протекторатом. Что-то он там все официально присоединит, что-то как бы неофициально. Ну и дальше в перспективе развития этого русского мира двигаемся. Как объяснять это тем, кто вернется с фронта, со сломанной психикой, с погибшими друзьями, семьями и так далее, вообще ума не приложу. Да, фиг его знает. Короче, одни вопросы, ответов нет. Но ключевой вопрос, вот, который, да, из-за чего я вообще это начал записывать, это вот я осознал, что ну, этот же блогер, он как-то все равно же своей информацией на меня влиял, и я как бы, да, там его большинство идей типа разделял, ну, особо там, ну, о каких-то задумаешься, каких-то нет, а сейчас вот, видно, пришло время мне переосмыслить, почему же Украина не мобилизовалась, что его так удивляет. А теперь я, когда сам банально это разобрал внутри головы своей, я понял, что она и не могла мобилизоваться. Ну, вот и все. А он, к сожалению, этого не понимает и душу рвет себе. А может, уже и не рвет. Может, уже просто работает. Ну, я не подозреваю его в каком-то користи, как некоторых блогеров, да. Чем дольше война, тем больше сводок они выпустят и всего такого, тем больше они в итоге денег заработают. Там соберут донатов или еще чего-то. То есть его я в этом не подозреваю. Ну, я думаю, он за идею работал. Но, тем не менее, наверное, уже настолько втянулся, что какие-то элементарные вещи упускает, либо не может как-то это себе признаться в этом. Хз. Короче, не знаю, кто-то что-то поймет вообще в этом спиче, который я выдал или нет. Ну, в общем, мне так удобней переосмысливать некоторые вещи. Я сейчас переслушал свой этот ролик сегодняшний. Вынужден признать, у меня удивительный талант так объяснить, блин, простую, понятную вещь, чтобы ничего не было понятно и как можно дольше. Минут так 10 желательно. Да, действительно, это надо еще постараться. В общем, суть от этого не меняется. Я сейчас, пока переслушал, понял еще одну простую вещь, самоочевидную. Та, которая всегда во мне сидела, я ее как бы понимал, иногда озвучивал, периодически забывал и так далее. Да не так давно, в принципе, уже в этом дневнике, там, может, месяц назад я писал где-то о том, что патриотизм — это от лукавого. И это вот лишний раз наша ситуация сейчас в Украине, война и все эти дела лишний раз в этом меня убеждает. Это просто зло в чистом виде. Разделяй и властвуй. За что, про что, непонятно. Лишь бы отвлечь человека от его собственной жизни, заставить делать то, что ему по человеческой натуре где-то там заложено, да, проявлять агрессию, воевать, чего-то там защищать, свой кров, подменить у него в голове все эти вещи так, чтобы он эти свои рефлексы врожденные реализовывал за чужие хотелки, по сути. А иногда и без хотелок, а просто по глупости. Потому как я не знаю, чьи там хотелки сейчас глобально осуществляются, ну,
возможно, что ничьи, а просто мир сейчас настолько в тупизне пребывает, что просто творится то, что творится, а никому оно глобальное не надо. Как тот же Любарский часто говорит, миром правит не тайная ложа, а полная лажа. Что вполне вероятно, честно говоря, глядя на всю ситуацию. Поэтому, да, не надо это забывать. Человек должен думать о себе, как бы это кем-то ни называлось. Моя хата с краю, родина там, где жопе теплей. В этом истина и есть, судя по всему. Ну, по крайней мере, это рационально. Ну, мне выглядит это рациональным, и я не понимаю, почему вот в данной конкретной ситуации кто-то должен, хоть они нападать на нас, хоть мы нападать на них, защищаться. Да, ты вынужден, когда в твой дом пришли и все ломают, и ты уже, как бы, у тебя нет права выбора. Это безусловно, тут тоже те же самые рефлексы. Но когда вот такая, как сейчас, война, да, когда страна в целом живет, как будто ничего не происходит, осуждать того, кто решил с этого бардака уехать и дальше свою жизнь строить, ну, я точно не могу. Потому что я и сам так сделал. Ну, у меня там чуть другая ситуация, скажем так. Не то, чтобы я прям сильно этого хотел, но так получилось. Ну, как-то у меня всегда так получается. Я и из Донбасса уехал перед самой войной. И сейчас получилось уехать, не особо этого желая. Может, это такая карма у меня, черт его знает. Ну да, в общем, одно дело, когда тебе в страну, там, в твой город, твой дом забегают совсем другие люди с какого-нибудь дальнего острова, на чужом языке что-то бормочут и пытаются тебя убить. И ты понимаешь, да, надо что-то делать. А другое дело, когда на тебя нападают точно такие же, как ты, твои родные соседи, которых ты думаешь, блин, да мы же с вами как-то жили. В общем, непонятно. Короче, вообще тут уже что-то наморосил. Ладно. Кто понял, тот понял. Может, мне объяснит. Ну и вот уже, чтобы закончить, мысль наконец-то кристаллизовалась. В общем, жалко людей. Просто жертвы обстоятельств. В одной стране людям в голову так насрано, что они прям рады бежать и под видом своей защиты на кого-то нападать. А в другой стране у людей выбора нету просто. Начали отбиваться, закончить уже не могут. И уже пребывают в той стадии, когда сдаться невозможно. И более того, никому это не выгодно в мире в принципе, чтобы они сдались. И вот такие вот жертвы обстоятельств. И там, и там. И в итоге люди страдают не за грош. Вот и жалко. И сделать ты с этим ничего не сделаешь. Так мир устроен, и так испокон веков оно было, будет. Пока, блин, не накроется это человечество медным тазом. Ладно. Ваш домашний философ пошел домой. На сегодня хватит.